Здравствуйте, друзья! Прежде всего хочу поздравить вас с Днем космонавтики, чуть не забыл это сделать. Ну и прежде чем перейти к новостям, хотел бы поблагодарить пропагандистов киевского режима, которые лучше всего объясняют городу и миру, почему именно мы вынуждены проводить очистку Украины от нацистской и террористической угрозы. Потому что вот этот ролик с перерезанием горла у меня действительно не выходит из головы. Уже и бесполезно говорить после расстрела и издевательств над пленными, что это исключительно пропаганда, и мы только призываем к этому, и вообще это актриса Львовского театра, а не официальные лица. Напомню, что начальник погранслужбы точно так же призывал убивать всех русских, семьи, всех до младенцев включительно. Ну ладно, перейдя к новостям. Карта Мариуполя, точнее того района, в котором сейчас проводятся зачистки, выглядит приблизительно так. Морской порт полностью очищен, остается небольшая группировка к востоку от него. Вот она отрезана от Азовстали. На Азовстале идут сейчас упорные бои. Вот, и примыкающая к северному заводу через промзону завод Азовмаш, это имени Ильича. Там все еще хуже, чем на Азовстале, но не для нас, а для остатков Азовой компании. Оттуда выходят части морпехов. 160 человек сдалось, до этого 50 человек сдалось. Ну, в общем, потихонечку народ сдается. Пытались оттуда действительно избежать. Вот около 30 единиц бронетехники с нашей символикой вышли. Частично уничтожена техника, ликвидирована или взята на штык. Вот, а сейчас из-за того, что остатки разбежались, закрыта дорога на Волноваху и проводится зачистка прилегающих территорий. И это будет длиться еще не один день, потому что там, вы сами понимаете, городская застройка, легко перемещаться, плюс заводские районы. И еще одно. Азовцы жалуются, что на них сбросили с беспилотника какое-то отравляющее вещество. Эта тема опять поднимается в украинских СМИ. И меня, честно говоря, пугает тема, потому что громче всех кричит «держи вора, сам вор». Ну и мы понимаем, что применять химоружие совершенно бесполезно. Оно не позволило выиграть ни одну войну. Зато у наших западных партнеров тема химоружия всегда является обоснованием для их действий. Будь то нападение на Ирак, или же начало бомбежек Сирии, или еще какие-либо действия. В любом случае мы знаем, что нас обвинят в чем угодно, и доказательства требовать никто не будет. Но обоснованием своих действий для Запада это послужит в любом случае. Поэтому да, применение химоружия киевским режимом я не исключаю именно для таких провокаций. Тем более, что в данном случае, как мы понимаем, химическое оружие ровно то же, что применялось русскими вроде бы и раньше. Тот же самый новичок, который никого не убивает, как Навальный или Скрипали, все прекрасно себя чувствуют, но обоснованием для каких-то мер против России они являются. Здесь то же самое. Азовцев почему-то не отравили, но о применении химоружия уже все раструбили. Теперь к другим новостям. Французский журналист побывал в Киеве вместе с наемниками. И вот что больше всего удивило, так это то, что командуют там всем американцы. Цитата. «Меня удивило, что для того, чтобы вступить в ряды ВСУ, нужно делать это через американцев. Нас чуть не арестовали. Потом подошел американец и ответил, здесь командую я, а не украинцы». Это ветеран войны в Ираке. Подробный репортаж мой появится в Figaro Magazine. Мы должны были подписать контракт до конца войны. В общем, управляют там американцы. Конечно, неофициально. Я не знаю, почему это удивляет французского корреспондента. Мы давно уже убедились, что всем на Украине заправляют американцы. Еще со времен первого Майдана. Ну, я уж на втором, когда появилась печенька Нулан, когда появились признания в том, что американцы спонсировали Майданы. По-моему, говорить об этом бессмысленно, это очевидно всем. Странно, почему это не очевидно для француза. Ну а в России, между тем, на всех территориях, которые прилегают к границам с Украиной, бывшей Украиной, введен повышенный уровень террористической угрозы. Это две области, два района Краснодарского края, и два района Брянской области, Белгородчина, Воронежская область. В общем, мы стоим на пороге грандиозного шухера, по большому счету, полноценной настоящей войне. А это значит копите рубли, потому что скоро за доллар начнут давать в морду. Источник в администрации Зеленского рассказал, что их верховный главнокомандующий договорился с Западом о поставке тяжелой техники, включая танки, противокорабельных ракет, комплексов ПВО и так далее. Ну, мы в начале этих поставок уже убедились. Первый С-300 прошел на территорию Украины и вроде бы даже был уничтожен. Прошли первые танки, а до массовых поставок осталось действительно недалеко.
Из международных новостей. Япония ввела санкции почти против 400 физлиц и 28 российских организаций, включая Сбербанк. Это не может не радовать. Япония так и не подписала с нами мирный договор, находится в состоянии войны. Ну и, по крайней мере, стимулирует наш Сбербанк начать работать все-таки на граждан России, в том числе и в Крыму, а не на каких-то зарубежных дядек. Ну и по выборам во Франции. Ле Пен умна, и это немножко тоже пугает. Цитата. «Русские – великая нация, и они сделали свой выбор. Нравится он мне или нет, не имеет значения. Должна ли Россия быть образцом для Франции? Нет. Должна ли Россия быть союзником для Франции? Да». Вот когда умные люди в стане наших противников, это нехорошо. Пусть лучше будут глупые. А союзником Франции не будет в любом случае. Не было ни при одном президенте, даже включая де Голля. У Франции свои интересы, она находится в тесном союзе с Германией, она, в общем-то, вынуждена подчиняться американцам. И до тех пор, пока Франция превратится в союзника, пройдет еще не 1, не 2 и не 5 лет. И, собственно говоря, прежде всего это зависит от нашей силы, от результатов того, чему мы добьемся у территории бывшей Украины. И это послужит примером для всего мира, как вести с нами дела. Проявим силу, будут дружить. Не проявим силу, будут гнобить. Ну и напоследок, я у себя в телеграм-канале разместил очередной видеоролик рекламы стирального порошка. В главной роли Арестович. Теперь Люсенька, теперь подполковник ВСУ, теперь советник Зеленского. Он должен отметить, что киевский режим вообще отличается большим количеством клоунов, комиков и актеров, которые добрались до высших постов и здесь превратили власть в фарс. Ну, в общем-то, в роли рекламщиков стирального порошка они были лучше. Ну, маем еще маем. На этом пока все. Всего вам доброго. До свидания.